Привет, Гатитос! Привет, мои котята, дорогие зрители и подписчики. Я наконец-то возвращаюсь на YouTube. И не сказать, что сильно вот прям заряжен что-то из себя тут вынимать. Просто у меня болит, понимаете, болит. Сегодня встречался с режиссером, недавно сюда он переехал. И я понял, что он олицетворяет, и в нем я увидел такую реализованную версию себя, такую жилку. И мне так больно стало, меня аж мигрень накрыла. Я думаю, где я, куда я пропадал? Со всеми этими переездами, жизнью вот в конце того года на 6 студиях, с 3 детьми, с этой работой, с попыткой взять больше разной работы. В итоге только с усиленной тревогой и жаждой контроля я оказался здесь, в сегодняшнем дне. Но все по-прежнему, я уверен, что случайностей не бывает. Я, кстати, не просто так здесь иду с какой-то черной штуковиной. Это волейбольная сетка, потому что когда старожилы моего инстаграма и ютуба, кстати, в инстаграмчик переходите, внизу ссылка будет, помнят, что меня уволили со стройки, потому что нашли человечка, который недавно прилетел, и он не выпендривался по поводу повышения оплаты, задач и прочего. Вот, собственно, потом я стал ездить по электрике, и дальше мне в моем блоге в Инстаграм написал человек, говорит, организую тут игры, let's go, делать вместе. Я сейчас администрирую эти игры трижды в неделю, они волейбольные по 3 часа, 2 игры по 1,5. И, в общем-то, это такая дополнительная копейка, но понабрал я всего очень много, и в итоге это я к чему? Выживаю, тревожусь. Пытаюсь не повторить тот сценарий, который был, где мы были на грани развода из-за той же работы, денег и прочего всего. Но я опять прихожу к тому, что все это понабрать всего и не унести нигде, глубоко не копнуть, не развиться, это путь в никуда. И он только возвращает меня в тот сценарий. Жизнь парадоксально устроена, понимаете, вот так. И сейчас с помощью этого видео я чувствую, что как-то, что ли, отрезвляюсь, возвращаюсь к себе. Потому что я очень люблю вести блог. И это не просто видео ради видео. Я формирую, можно сказать, комьюнити, потому что я нашел себя в вопросах помощи людям, которые хотят эмигрировать в Аргентину, в Буэнос-Айрес приехать, или в принципе у всех свой непростой путь, свой стресс, свои сложные шаги. И я, в свою очередь, предпринимаю их огромное количество и могу поделиться как своим опытом, так и знаниями. Формирую сейчас партнерскую сеть доверенных людей, кто занимается здесь легализацией, полным сопровождением по обучению, по родам здесь в Аргентине, так как это еще отличный шанс все еще дать глоток свободы вашей новой жизни, вашей семье и вам самим. Потому что аргентинское общество и особенно отношение к детям, я не знаю, кто эту планку вообще может перебить, я серьезно. И формирую сеть партнеров, в том числе в недвижимости. Сам стараюсь общаться регулярно с собственниками, искать варианты жилья, чтобы облегчить эти шаги, чтобы, что ли, мы здесь все создавали какую-то новую жизнь, старались вместе. И вот это ощущение, что я создаю комьюнити, для меня очень важно. Могу ли я зарабатывать таким образом? Да, могу. И чего я боюсь? Осталось только себя спросить честно. Я боюсь прямых и простых шагов. Боюсь почему-то. Я усложняю все, тревожусь, пытаюсь контролировать, браться за любую работу. Но, ребята, в итоге я избегаю себя. И вот я здесь снова рядом с собой и с тобой, дорогой зритель. И это значит, что я осознал некоторые вещи за это время, и пора возвращаться, пора делать дальше контент. И сразу оговорю, что 50-60% это будут прогулки твои со мной по Буэнос-Айресу, мои какие-то важные мысли, как сейчас, наблюдения о Буэнос-Айресе, о себе, о своей жизни, о трудностях, о всем, через что мы проходим. Потом какая-то часть я постараюсь дать суммарно по тем или иным вопросам, там, жилья, работа, чего-то еще, просто будем тематически с вами разговаривать. И еще я планирую
пообщаться с эмигрантами здесь, с аргентинцами, с эмигрантами из других нерусскоязычных стран, чтобы для себя и для вас сложить какую-то картину более-менее объективную из субъективных мнений. Вот так. А я пришел в замечательный парк, Эль Роседаль он называется, находится в Палермо. Тут замечательнейшие пруды. И вот тут впереди будет местечко, где я эту сетку разложу. Поэтому vamos раскладывать все и готовиться к волейбольной игре. Скоро увидимся. Ну что, возвел я это фееричное просто сооружение. Сижу, перекусываю из кофейни. Взяли мы сегодня такие простенькие тостики. И аж голова болит, честно. Вот сегодня пересеклись с этим человеком, в котором я узнал свои качества, которые не реализую. У меня аж мигрень, ребят. Аж подташнивает. Вот, честно, общаясь с очень многими людьми, а так или иначе, лучше начинаешь понимать себя, лучше начинаешь видеть, что ты из себя представляешь, твоя жизнь, что ты можешь делать, что ты вообще не замечаешь благодаря, мягко говоря, своей модели мышления. И вот сижу сейчас, просто мигрень, меня разносит, башка болит. Сейчас ребята потянутся, будем играть в волейбол. На сегодня, наверное, не буду ставить себе каких-то больших целей, не буду вас слишком загружать, перегружать тоже, поэтому... Котята, уважаемый зритель, ой, до встречки, до скорой встречки. Просто будем с тобой регулярно на связи. Давай договоримся так. Чао!